Добро пожаловать на наш канал. Сегодня попробуем разобраться, почему картины Рубенса стали высмеивать в 20 веке, хотя до этого все восхищались его творчеством. Питер Пауль Рубенс. Годы жизни 1577-1640. Фламандский художник, ведущий живописец эпохи барокко. Он был очень многогранным художником, писал жанровые сцены, картины на мифологические, исторические и религиозные сюжеты, пейзажи и портреты, а также пышнотелых красавиц. Именно после знакомства с его картинами появился знаменитый термин «рубенсовские женщины». Своими учителями считал Тициана и Питера Брейгеля-старшего, поскольку опирался на их творчество и уделял большое внимание композиции на своих картинах, которая часто была тщательно продумана и, в отличие от многих других художников, рангом пониже, не казалась напыщенной и надуманной. Позы и жесты персонажей на полотнах Рубенса были вполне естественные, театральности почти не наблюдалось, а это и есть во многом показатель истинного мастерства художника. Он умел виртуозно работать с цветом и был очень внимателен к деталям. Однако оценки творчества Рубенса противоречивые. Художники старой формации, например, Эжен Делакруа, считали его непревзойденным гением, мастерство которого неоспоримо. Делакруа рекомендовал всем своим ученикам перерисовывать картины Рубенса, чтобы лучше осознать его стиль и понимание живописи. Но вот Пикассо считал картины Рубенса учебниками истории, иллюстрациями к бульварному чтиву и откровенно не любил его творчество. Впрочем, тут можно и поспорить, отдавая дань таланту Пикассо, все же не стоит принижать картины Рубенса, он был художником своей эпохи и своих требований к живописи. Если бы он постоянно менял свой стиль, как Пикассо, и писал картины в его духе, то вряд ли смог добиться хоть какого-нибудь успеха, а его наверняка посчитали сумасшедшим. Однако Рубенс сумел очень убедительно изображать безумцев, людей в состоянии скорби, отчаяния, бьющихся в припадки и в любых крайних состояниях душевного расположения, в том числе в радости и в восторге. Причем Рубенс был очень спокойным и рассудительным человеком. Он совсем не напоминал нервных и меланхоличных художников, как, например, Михаила Врубеля или Исаака Левитана. Не увлекался чрезмерно женщинами, как Густав Климт или Оскар Кокошка. Рубенс был полиглотом, свободно говорил на латинском, греческом, итальянском, французском, испанском и голландском. Он переписывался с учеными и философами своего времени, включая Гуго Гроция. Его письма показывают, что он глубоко изучал историю, политику, античную мифологию и литературу. Он дважды был женат, и нет никаких свидетельств о его любовных похождениях на стороне. Да и к творчеству относился как к работе, за которую ему хорошо платят, и которая должна нравиться заказчику. Рубенс создал более 2000 картин, но на самом деле большая часть из них была выполнена с помощью его мастерской. Тем не менее, ключевые элементы – лица, руки, важные детали – он всегда дописывал сам. Рубенс был настоящим предпринимателем. Он не только продавал картины, но и торговал античными статуями, продавал гравюры с копиями своих работ, тем самым распространяя свое искусство по всей Европе. Был владельцем великолепной мастерской, где заказы выполнялись в промышленных масштабах. Возможно, именно такой подход и вызвал недовольство многих художников и критиков в XIX веке. Делец от искусства, подхалим, пытается всячески угодить королям и богатым заказчикам, организатор поточного производства по написанию картин. Как только Рубенса не называли. Но время все расставило по своим местам.
Вскоре критики поутихли, а его творчество вновь стало востребованным и восхищать всех любителей искусства. Отец Питера Рубенса, Ян Рубенс, был юристом, который на свою беду посмел завязать отношения с принцессой Анной Саксонской. Это не понравилось никому, сама Анна еще отделалась внушением, а вот любвеобильному Яну Рубенсу пришлось срочно уезжать в Германию в попытках скрыться от казни. Все его состояние осталось на родине и пошло с молотка, чтобы откупиться от возмездия. Жена занималась выращиванием овощей, а Ян сидел дома, не смея заниматься юридической практикой, иначе был бы быстро разоблачен. Однако это позволило получить его детям отличное образование. Ян от безделья старательно обучал их всему, что знал сам. Питер уже к 10 годам знал латынь, иностранные языки и читал античную литературу. После смерти главы семейства, мама Рубенса с детьми наконец смогла вернуться в Антверпен. Там Питер поступил в пажи, но в 13 лет совершенно неожиданно всерьез увлекся живописью и рисовал все свободное время. Он обучался у нескольких учителей, тщательно перерисовывал картины классиков, но пока еще не написал ни одну по-настоящему выдающуюся картину. Чтобы ознакомиться с шедеврами живописи, Рубенс поехал в Италию, обязательное место для посещения любого уважающего себя художника в то время. Ему повезло устроиться художником у богатого герцога Винченцо Гонзага, у которого имелась отличная коллекция картин, собранная с безупречным вкусом. Рубенс тщательно изучал ее, выполнял необременительные заказы за неплохие деньги и заодно объездил с Винченцо всю Италию. Поездка в эту страну для Рубенса была очень плодотворной. Он сделал множество зарисовок и эскизов, написал немало портретов, а главное, научился не заискивать перед сильными мира сего и всегда быть верным своему стилю в живописи и самому себе. Истинное искусство всегда будет востребовано, и Рубенс это прекрасно понимал, благо уверенности в своих силах и даровании у него было немало. Рубенс вернулся в Антверпен и вскоре завоевал репутацию блестящего художника. Самые выгодные заказы следовали один за другим, а Рубенс при этом мог диктовать свои условия. Он установил достаточно высокие цены за свои работы, чем других художников, из организованной Рубенсом мастерской. Картины, написанные им самим, стоили вдвое дороже. А желающих стать его учениками было множество, и Рубенс отбирал самых талантливых. Например, он пригласил работать Антониса ван Дейка, несмотря на его сложный характер и запредельное самомнение. Его приглашают все ведущие монархи расписывать дворцы или на должность придворного живописца. Рубенс соглашается, работает много и с безупречным качеством, и у всех складывается мнение о Рубенсе как о человеке умном, деловом и образованном. В итоге он перерос уровень обычного художника, к которым тогда, несмотря на весь их талант, относились просто как к одаренным ремесленникам. Питер стал дипломатом, вел тайные переговоры между Испанией и Англией, пытаясь предотвратить войну. В Лондоне он так очаровал английского короля Карла I, что тот посвятил его в рыцари. Да, Рубенс был официальным сэром. Его дипломатическая миссия была настолько успешной, что многие историки считают, что художник внес свой вклад в уменьшение напряженности между странами. Хотя, возможно, Рубенс просто хотел отвлечься таким образом от тяжелых мыслей после кончины его горячо любимой жены. Он женился достаточно поздно, в 31 год, зато на девушке, которую любил всю свою жизнь, и ни разу за 17 лет совместной жизни не изменял ей. Далеко не частый случай среди творческих людей. Но, к сожалению,
Его жена Изабелла Брант умерла на 35-м году жизни от чумы, и Рубенс пытался забыться в политике, дипломатии, путешествиях и живописи. Спустя 4 года он вновь женится, на сей раз на совсем юной 16-летней Елене Фоурман. Этот брак вдохновил его на создание множества картин с невероятно женственными и чувственными образами. Критики говорят, что она стала его главной музой в поздний период творчества. Типичная женщина Рубенса, пышная, чувственная и роскошная, что стало каноном красоты барокко. Ему тогда было уже 52 года. Елена годилась, если не во внучке, то в дочери точно. Но подобные браки в то время были в порядке вещей. Они прожили вполне счастливо 10 лет. Елена родила ему 4 детей и во время кончины художника вынашивала 5-го. К концу жизни Рубенс страдал от тяжелой формы подагры, что ограничивало его способность работать. Он умер в 1640 году, но его похороны были как у монарха, в них участвовала вся элита Антверпена, а по улицам сопровождала 3000-я толпа безутешных горожан, которые хотели в последний раз поблагодарить Рубенса за его чудесные картины. Из-за того, что Рубенс был предан католической церкви и работал на испанскую корону, его творчество ненавидели протестантские страны. В 1641 году английские пуритане даже уничтожили несколько его картин, считая их слишком чувственными и греховными. Рубенс был не просто художником, а человеком эпохи Возрождения, дипломат, предприниматель, интеллектуал и звезда своего времени. Он оставил после себя не только тысячи картин, но и след в истории политики, культуры и искусства. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.